Ленин. Ключевой образ эпохи СССР. 4 года творческая группа из историков, кинематографистов, юристов, криминалистов и ученых из других областей изучала документы, связанные с жизнью Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Всего было исследовано более 20 тысяч документов. Десятки миллионов страниц из основных российских и зарубежных архивов и библиотек. Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, архив ФСБ, Государственная публичная историческая библиотека и ее филиал ЦСПИ. Фильм, достоверность которого основана на крупнейшем за последнее время исследовании, позволяет с очень высокой точностью дать ответ, каким человеком на самом деле был Владимир Ульянов-Ленин. Многие из представленных документов и фотографий публикуются впервые. 10 апреля 1870 года в губернском городе Симбирске, ныне носящем фамилию семьи действительного статского советника, дворянина Ильи Николаевича Ульянова, Ульяновске, родился ребенок. Мальчик. Младенца назвали Владимиром. Полное имя – Владимир Ильич Ульянов, который стал более известен в мире как Ленин по главному из своих 148 псевдонимов. Советские лениноведы, желая создать мистическую атмосферу вокруг этого события, связывали появление на свет Владимира с началом ломки льда на Волге в день его рождения. Поэты раннего периода революции после Октябрьского переворота 1917 года сравнивали Ленина с библейским Моисеем, с Мессией. Индусы удостоили его имени Махатма, «Великая душа», написав в своих книгах: «Появление Ленина примите как знак чуткости космоса». На протяжении более 70 лет народ Советского Союза убеждали в необычных способностях Владимира Ильича Ульянова, в его гениальности, в его самопожертвовании, сопоставимом разве только с жизнью Иисуса Христа. Государственная машина СССР, возвеличивая Ленина, произвела такое количество литературы о Владимире Ульянове, что по объему она заняла 2-е место в мире после религиозной. Естественно, ледоход на Волге не является событием космического масштаба. В то время Россия жила своей неповторимой жизнью, ничуть не худшей, чем во всем остальном мире. Женщины рожали детей. Народ строил и просвещался. Люди любили и были любимы, воевали и гибли. Дух нации держался на вере в Бога, представление о котором впитывалось с грудным молоком матерей разных вер и религий. Как и весь мир, Россия изменялась. Появлялись паровые машины, электричество, телеграф, новое оружие, новые законы, правила и порядки. И новые идеи, возникшие из старых, такие как социализм в своей высшей форме, коммунизм, манили народы своей непосредственностью, равно как и сказочные мифы европейских гениев. Мистические герои Гёте, Гейне, Вагнера, извлеченные из средневековой европейской литературы, публицистика Карла Маркса и его соратников в тысячах изданий будоражили сознание европейцев и русских аристократов в томной нелюбви к России, слоняющихся по дорогим курортам. Например, идеи социалистов-утопистов в поэтической форме в переводе нашего Пушкина леденят кровь и ныне. «Народ мы русский позабавим, и у позорного столба кишкой последнего попа царя последнего удавим». Так написал Жан Мелье.
А вот как страстно звучат слова любимого композитора Ленина — Рихарда Вагнера. «Восстаньте же, народы земли! Восстаньте, несчастные, угнетенные! Отныне есть только два народа. Один, который следует за мной, другой, который против меня. Первый я поведу к счастью, последний я смету в своем победоносном шествии, ибо я — революция». Вагнер призывал уничтожить одну часть населения Земли для счастья другой его части. Такая мысль не нова, но, как оказалось, вполне достижима в разных вариантах учения о социализме, одним из которых занялся Владимир Ильич Ульянов. Название захватившего его сознание учения — марксизм. Немецкий писатель-публицист Карл Гейнрих Маркс долгие годы создавал идеологию, в основе которой лежало выращивание в народах непримиримых противоречий, связанных с отношением к владению собственностью. Довести народ до братоубийственной гражданской войны. Путем изощренной идеологии разделить его на два класса — грабителей и ограбленных. В этом суть учения Маркса. По Марксу, без идеологии, без руководства стихийно начавшимся протестным движением в народе, во главе которого должны стать именно марксисты, невозможен захват власти и провозглашение социализма в любой стране. Власть марксистов или власть отдельных личностей, использующих марксизм как инструмент для достижения своих целей. Какую роль судьба выберет младенцу Владимиру Ульянову? «В деле революции родословное имеет значение», восклицал один из самых последовательных исследователей родословной Ленина Михаил Штейн. Для Ильи Николаевича Ульянова и его супруги Марии Александровны, урожденной Бланк, в этот день, 10 апреля 1870 года, слова исследователей их биографии вряд ли имели значение. Совсем недавно они потеряли дочь Ольгу, прожившую меньше года. Сын Владимир родился с головой несколько большей, чем у старших детей, первенца Анны и второго ребенка Александра. Владимир, как и старшие дети Ульяновых, имел наследственный признак. Правый глаз сильно косил. Тревоги и сомнения относительно здоровья ребенка мог рассеять отец Марии Александровны, доктор Александр Дмитриевич Бланк. В первых числах июня 1870 года супруги Ульяновы привезли полуторамесячного Владимира в имение Кокушкино, принадлежавшее доктору Бланку. Осмотрев внука, доктор порекомендовал дочери укреплять здоровье младенца физиопроцедурами, в частности, бальнеологией и массажами. 17 июня, спустя несколько дней после отъезда дочери, неожиданно для всех, на 71-м году жизни, Александр Дмитриевич Бланк скончался. Родословная вождя пролетарской революции по материнской линии известна с прадеда Ленина, Мойши Ицковича Бланка, и его жены Марем. Предположительно, Мойша Бланк, или как он себя называл, Мошка Бланк, родился в 1756 году. 28 сентября 1808 года сильный пожар уничтожил 23 жилых дома в городе Староконстантинов, Волынской губернии, в том числе и жилище Мойши Бланка. Мойша, Марем и два сына, старший Абель, Абе, и Израиль, Сруль, приютились у родного брата супруги, Вигдора Фроимовича. Виновником пожара был объявлен Мойша Бланк. Его поместили в тюрьму, в которой он провел год. В 1809 году он был признан невиновным в поджоге, в ранее возбужденных против него делах о краже сена и продаже простой водки вместо фруктовой.
В 1809 году Абель и Израиль Бланки поступают в русское поветовое училище в Житомире. Обучение иудеев в православном учебном заведении расценивалось соплеменниками Бланков как кощунство. В апреле 1820 года Мойша обратился к сенатору Дмитрию Осиповичу Баранову с просьбой о помощи в поступлении в высшее учебное заведение своих сыновей. Обращение Бланка к сенатору Баранову было вынужденным шагом, связанным с противоречием между указами Екатерины II, предписывающим евреям жить в границах определенных административных единиц, черте оседлости, и положением от 19 декабря 1804 года, подписанным Александром I, согласно которому разрешалось обучать всех еврейских детей без всякого различия от других детей. Сыновья Мошко могли поступить в любое высшее учебное заведение России, в том числе и Петербурга, но проживать в столице они не могли. Единственной возможностью для братьев Бланков получить столичное образование, своеобразный пропуск в цивилизацию, было принятие православия. 10 июня 1820 года в Сампсониевской церкви Петербурга священник Федор Барсов крестил сыновей Мойши Ицковича Бланка, Абеля и Израиля. Восприемниками крестными Абеля при крещении названного Дмитрием стали сенатор Дмитрий Осипович Баранов и его сестра. Восприемниками Израиля при крещении названного Александром граф Александр Иванович Апраксин и жена сенатора Баранова Варвара Александровна. Братья Бланки взяли себе отчество Дмитриевич в честь сенатора Дмитрия Баранова. Мечта Мойши Бланка сбылась. При покровительстве сенатора Баранова и графа Апраксина после испытания на знание предметов Дмитрия и Александра Бланков зачисляют в Петербургскую медико-хирургическую академию в число казенных воспитанников, получающих образование за счет государства. Мойша Ицкович Бланк в 1835 году после смерти жены крестился, взяв себе имя Дмитрий и отчество Дмитриевич, опять же в честь сенатора Дмитрия Баранова. Скончался прадед Ленина по материнской линии в возрасте 98 лет в 1854 году. В 1824 году братья Бланки успешно окончили академию, получив специальность лекарей. Дмитрий Бланк устроился на службу в Петербурге, удостоился звания штаб-лекаря, женился на Александре Гавриловне Ивановой, сестре своего однокурсника по академии. В 1831 году, во время эпидемии холеры, он выбросился из окна 3-го этажа здания больницы, тем самым положив начало череде самоубийств в семействе Бланк. Его жена Александра Бланк умерла в 1851 году. Детей у них не было. Судьба Александра Дмитриевича Бланка сложилась намного благополучней. В 1829 году Александр Бланк женился на Анне Иоганновне Гроссшопф. Отец супруги доктора был весьма состоятельным человеком. Его дочь получила отличное образование, владела несколькими языками, хорошо играла на фортепиано. Приданное жены позволяло семье снимать дорогое жилье и жить в достатке. В 1830 году у супругов родился первенец, сын Дмитрий, названный в честь крестного отца доктора Бланка, сенатора Дмитрия Осиповича Баранова. В 1831 году родилась дочь Анна, а за ней в 1832 году Любовь, в 1833 году Екатерина. 22 февраля 1835 года в прекрасном пятикомнатном флигеле на английской набережной, дом 40, родилась Мария, самая известная из дочерей доктора Бланка, ставшая матерью Владимира Ильича Ульянова-Ленина. В 1836 году в семье Бланк родился 6-й ребенок – дочь Софья. Доктор Бланк, как и его старший брат Дмитрий, начал свою служебную карьеру в петербургской полиции.
Самоубийство брата Дмитрия по канонам православия считается тяжелым грехом. Вероятнее всего, оно привело к увольнению из полиции деда Ленина. Сославшись на расстроенное здоровье, он покинул службу в полиции. Тяжелое горе обрушилось на Александра Бланка и его семью в 1840 году. Умерла жена доктора Анна Иогановна, оставив его одного с 6 несовершеннолетними детьми. Поддержку ему оказывала родная сестра умершей супруги, бездетная Катерина Иогановна фон Эссен, овдовевшая несколько ранее. Бланк и Екатерина Эссен стали жить вместе в гражданском браке. В 1847 году доктор Бланк вышел в отставку. Незадолго до этого он по совету своей гражданской жены приобрел имение Кокушкино площадью 503,6 гектара в 40 километрах от Казани. На земле, принадлежащей доктору Бланку, проживало 39 душ крестьян мужского пола. Женщины в счет не брались. 5 дочерей Александра Бланка получили домашнее образование. Их наставницей была Катерина Эссен, обучавшая девочек литературе, иностранным языкам и музицированию. В 1848 году первенец доктора, сын Дмитрий, окончил вторую Казанскую гимназию и поступил на юридический факультет Казанского университета. Величайшим горем для Александра Дмитриевича Бланка стало самоубийство сына Дмитрия Бланка 19 января 1850 года. Мотивы самоубийства ближайшего родственника Ленина, родного дяди Дмитрия Александровича Бланка, неизвестны. В последних числах октября 1861 года Мария Александровна Бланк уезжает в гости к своей старшей сестре Анне, вышедшей замуж за преподавателя Пензенского дворянского института Ивана Дмитриевича Веретенникова. А в конце ноября этого же года Мария знакомится с Ильей Николаевичем Ульяновым, сослуживцем мужа старшей сестры, сыном мещанина из Астрахани. У родителей Ильи Ульянова, бывших крепостных крестьян Николая Васильевича Ульянова и Анны Алексеевны Смирновой, было 4 детей. Старший сын Василий, дочери Мария и Феодосия и младший сын Илья, будущий отец Ленина. Василий и Анна Ульяновы были коренного российского происхождения, то есть русские, так как в это понятие входили русские, украинцы и белорусы. Наличие в родословной Ильи Николаевича Ульянова каких-либо других национальностей объективно не установлено. Повествование всех, без исключения биографов Ленина, о якобы мордовско- и орцко-калмыцких корнях его отца не более чем творческий вымысел. Знакомство 30-летнего преподавателя Пензенского дворянского института Ильи Николаевича Ульянова и 26-летней Марии Александровны Бланк быстро переросло в любовь. Бракосочетание Марии Александровны Бланк и Ильи Николаевича Ульянова состоялось в августе 1863 года в селе Черемышево, расположенного в 3 верстах от имения Кокушкина. Отпраздновав свадьбу в имении отца, молодая семья отбыла на пароходе в Нижний Новгород, где на новой службе в Нижегородской мужской гимназии Илья Николаевич ранее получил должность учителя математики. Вскоре после свадьбы Ульяновых осенью 1863 года Катерина Иогановна фон Эссен Эстед уходит из жизни. Доктор Бланк во 2-й раз становится вдовцом. 14 августа 1864 года в Нижнем Новгороде у супругов Ульяновых родился первенец, дочь Анна. 12 апреля 1866 года сын Александр. В 1868 году дочь Ольга. Смерть дочери, прожившей менее года, была первым большим потрясением для семьи.
В 1869 году Илья Николаевич Ульянов получает назначение на должность инспектора народных училищ в Симбирск. В Симбирске 10 апреля 1870 года у Ульяновых родился сын Владимир. Восприемниками ему были действительный статский советник Арсений Федорович Белокрысенко и вдова коллежского асессора Наталья Ивановна Ауновская. Через год и 7 месяцев, 4 ноября 1871 года, у Ульяновых родилась дочь Ольга. 1873 год оказался несчастливым для семьи Ульяновых. Мария Александровна родила сына Николая, который вскоре скончался. В апреле 1874 года родился младший сын Дмитрий Ильич Ульянов. В феврале 1878 на свет появилась младшая дочь Ульяновых Мария Ильинична. В раннем детстве Владимир Ильич заметно отставал в развитии от своих сверстников. Ходить и говорить он начал одновременно с сестрой Ольгой в возрасте более 2,5 лет. Дошкольный период жизни будущего вождя прошел при неустанном внимании матери, няни и старшей сестры. Он был самый живой и шаловливый из детей Ульяновых. Очень шумный, с бойкими веселыми глазами. Игрушками он мало играл, больше ломал их. Так как мы, старшие, старались удержать его от этого, то он иногда прятался от нас. Говорила старшая сестра Владимира Ильича Анна Ульянова. Читать Владимир выучился у матери, одновременно с Ольгой, в возрасте 5 лет 7 месяцев. Любимым стихотворением Володи, когда ему было 7-8 лет, была песня «Бобыля», и он с большим азартом декламировал ее. «Богачу-дураку из казной не спится, бедняк гол, как сокол, поет, веселится». Окруженный повышенным вниманием со стороны домочадцев, Владимир нетерпимо относился к переносу внимания на братьев и сестер. Анна Ульянова подробно рассказала о случае, когда Александр Ульянов разложил на полу свою коллекцию театральных афиш для демонстрации домочадцам. Володя. Он побежал, несмотря на запрет, стал топтать афиши, измял и взорвал несколько из них, пока мать не увела его. В начале августа 1878 года Ульяновы приобрели собственный дом на улице Московской. Жизнь семьи носила мирный патриархальный характер. В свободное от домашних дел время Мария Александровна любила играть на рояле, читать Гейне, Гёте, переписывала тогда еще малоизвестные произведения Лермонтова, в том числе «Демона». В будние дни Илья Николаевич по вечерам любил играть в шахматы, в выходные дни — в карты, в винт или вист. Опытный педагог Илья Николаевич Ульянов очень точно определил характер своего сына Владимира как холерический. Владимир отличался от своих братьев и сестер не только внешностью. Рыжеволосый худощавый мальчик легко увлекался играми, стремясь любой ценой одержать победу. Играя в картонных солдатиков со своими сверстниками, когда по правилам игры необходимо было сбивать солдатиков шариками, Владимир тайно приклеивал к основанию солдатиков канцелярские кнопки, которые не давали ему пасть при попадании в них шарика противника. Таким способом Владимир побеждал.
16 августа 1879 года, сдав на отлично вступительные экзамены, 9-летний Владимир Ульянов был зачислен в первый класс Симбирской классической гимназии. Симбирская гимназия называлась классической, потому что в ней изучались латинский и греческий языки, при помощи которых происходило знакомство учеников с историей и классической литературой Древнего Рима и Древней Греции. В гимназии числилось 432 учащихся. Из них детей дворян и чиновников 52%, детей духовенства 4%, детей городских сословий 35%, детей сельских сословий 9%, детей иностранцев 1%. Гимназия являлась по существу дворянским учебным заведением. Директором гимназии с весны 1879 года, первого года обучения Владимира Ульянова, был назначен Федор Михайлович Керенский, отец будущего главы Временного правительства России Александра Федоровича Керенского. Владимир и Александр Ульяновы были освобождены от платы за обучение, составлявшей 30 рублей в год, как дети служащего по народному образованию. Осенью 1879 года семья Ульяновых сфотографировалась в ателье «Пика». На этой фотографии запечатлен Володя-первоклассник. Труды Ильи Николаевича Ульянова на ниве образования в честь десятилетия службы в Симбирске были отмечены правительством. Ему пожаловали чин действительного статского советника, что соответствовало званию штатского генерал-майора. Благодаря Илье Николаевичу семья Ульяновых жила в достатке. Годовой доход главы семьи в 3500 рублей считался высоким. По тем временам на эту сумму можно было приобрести небольшое имение. Отдельные доплаты он получал за организацию лекций, издание методической литературы, собственных книг и статей. Из воспоминаний близкой знакомой семьи Ульяновых. Тепло и уютно чувствуешь себя в этой дружной семье. Дети болтают, рассказывают события из своей жизни, а больше всех говорит Володя и вторая сестра его, Оля. Старшего сына Александра еще нет в столовой. Он не торопится оторваться от своих занятий, и нужно кому-нибудь из детей еще раз напомнить ему, что самовар на столе. Окончив с золотой медалью Симбирскую классическую гимназию, в апреле 1883 года Александр Ульянов, старший брат Владимира, поступает в Императорский Петербургский университет на отделение физико-математического факультета. Вскоре в Петербург приезжает и Анна Ульянова для поступления на высшие бестужевские курсы. В этот год старшим детям семьи Ульяновых казалось, что их ждет прекрасное будущее, что они, как и их отец с матерью, своим трудом достигнут положения в обществе, смогут оказать поддержку стареющим родителям, несовершеннолетним братьям и сестрам. Жизнь в Симбирске шла своим чередом. Средний сын Владимир, переходя из класса в класс с похвальной грамотой, наряду с обычными занятиями стал посещать театр. Особенно ему нравилась постановка «Записки сумасшедшего» Гоголя. Владимир пытался сыграть роль сумасшедшего в гимназическом театре, репетировал роль, но потерпел неудачу, признав, что для актерской деятельности нужен талант. Смелее и смелее идут на врага!
знает, что близко полное его поражение. Одной из черт характера 14-летнего гимназиста была насмешливость над товарищами и преподавателями. Владимир избрал мишенью для насмешек учителя французского языка Альфреда Пора. Пор, повар по профессии, француз, женился на дочери симбирского помещика и считал себя членом дворянско-чиновничьего общества Симбирска. Копируя пренебрежительное отношение к Пору некоторых преподавателей как к бывшему повару, Владимир открыто насмехался над несчастным французом, который, в свою очередь, настоял на 4 по поведению гимназисту-хаму. В возрасте 16 лет юный Владимир Ульянов был небольшого роста, худощавого телосложения, с головой неправильной формы, обращавший на себя внимание большим оригинальным лбом. Он был некрасив, чем отличался от старшего брата, более красивого и статного. Речь его была временами резкая, как и манеры, иногда же пересыпанная ироническими выражениями. Так описал Владимира Ульянова одноклассник по гимназии. В «Вестнике Европы» за апрель 1898 года в статье «Современная глушь» есть описание отца Владимира. Илья Николаевич Ульянов – маленький, тщедушный человек со впалой грудью, с первого взгляда производивший скорее неблагоприятное впечатление чиновника Министерства просвещения, так и родившегося на свет Божий в поношенном синем фраке с белыми пуговицами. В большом обществе он был молчалив и нисколько не интересен, но зато в беседе с близкими, сочувствующими ему людьми страстно любил поговорить, так как у него всегда было много такого, что необходимо было сообщать о его школах. Правительство Российской империи высоко ценило энергичных умных чиновников, таких как Илья Николаевич Ульянов. К новому 1886 году он был пожалован орденом Станислава I степени, одной из высших наград империи. Сослуживцы поздравили Ульянова с высокой наградой. В честь награжденного устроили вечеринку у инспектора Сторжалковского. Пели, танцевали, устроили обильное застолье. На вечеринке Илья Николаевич был весел, сыпал шутками и остротами, с благодарностью принимал поздравления. «10 января он заболел. 12 января самочувствие Ильи Николаевича сильно ухудшилось. В 5 часу Илья Николаевич Ульянов скончался. Доктор Леггер причиной смерти назвал кровоизлияние в мозг. Похоронили Илью Николаевича Ульянова в ограде Покровского мужского монастыря, около каменной стены. В советское время рядом с его могилой был установлен памятник работы скульптора Манизера. Летом 1886 года Мария Александровна с детьми приехала в имение Кокушкина. Гордость успехами старшего сына Александра, получившего золотую медаль за студенческую научную работу «Исследование сегментарных органов пресноводных кольчатых червей», несколько смягчила потерю мужа. Научные успехи Александра Ульянова создали ему популярность в студенческой среде. На очередном ежегодном собрании студенческого научно-литературного общества при Петербургском университете его избирают в Совет общества. С конца апреля 1886 года членом этого общества становится студент Петр Яковлевич Шевырев. С октября в него вступают студенты Говорухин,
Никонов, Андреюшкин и Генералов. Осенью 1886 года Александр Ульянов был избран в Совет Союза землячеств Петербурга как представитель Волжского землячества. Студенческие землячества представляли собой незаконные сообщества, созданные молодыми людьми, тоскующими по своим родным городам, имениям и селам. Свойственный российскому студенчеству юношеский максимализм очень часто приводил членов землячества к революционным идеям. Министр внутренних дел России в докладе императору Александру III квалифицировал землячество как тайные общества, явно враждебные существующему строю. Александр Ульянов под благовидным предлогом организовывал вечеринки для членов землячества, каждый раз с разрешения полиции и под надзором ее представителя. Полицейского чина тут же спаивали, и он в таком виде не мешал студентам и курсисткам заниматься чем угодно до утра. По воспоминаниям участников таких сборищ, Александр пил красное вино и часто курил. Образ жизни и интересы Александра Ульянова к концу 1886 года резко изменились. Его перестала интересовать наука. Он сдал в библиотеку книги по биологии. Новая литература, изучаемая студентом, поступала из-за границы контрабандным путем и считалась запрещенной. Запрещенная или нелегальная литература стоила намного дороже аналогичной по объему страниц легальной, а студенты, имеющие такую литературу, пользовались авторитетом среди своих товарищей. Известны случаи, когда книгу Карла Маркса «Капитал» студенты переписывали от руки. Одним из мест, где можно было приобрести нелегальную литературу, была студенческая столовая кухмистерская, организованная Петром Шевыревым на Васильевском острове. В конце декабря Петр Шевырев пришел в гости к Ульянову на съемную квартиру. Он долго рассуждал о студенческом движении, об организации кухмистерских. На предложение Александра устроить что-нибудь поосновательнее Шевырев лукаво спросил: «А что, например?» «Да, например, покушение». «Хороший бы террорист из вас вышел», — ответил Ульянов. Шевырев тут же сообщил, что он является членом террористической группы, состоящей из руководящего центра и некой периферии. Он предложил Ульянову и Говорухину стать членами тайной террористической организации. От такого предложения Ульянов отказался, пообещав, однако, посильную помощь заговорщикам. Спустя неделю Ульянов и Говорухин пытаются как можно больше узнать от Шевырева о его тайной организации. На их вопросы Шевырев отвечает абсолютно фантастическим рассказом о некой могучей террористической организации, способной развязать в России системный террор и имеющей большие денежные средства. Скоро Александр выясняет, что шевыревская организация состоит всего из 3 человек – Шевырева, Лукашевича и Василия Осипанова, студента, который специально перевелся из Казани в Петербургский университет с целью единолично убить Александра III. Александр мог порвать отношения с Шевыревым и его тайной организацией, продолжить научную карьеру, стать гордостью семьи Ульяновых. Мог, но... Вместо этого он напишет программу для созданной Шевыревым террористической фракции партии «Народная воля». Народовольцы в качестве главного акта своей борьбы с властью видели убийство царских чиновников, считая при этом своим основным противником российского императора. С начала своего существования группа Шевырева практически ничего не делала. Начинающим террористам не хватало организованности и компонентов для производства бомб.
Помощь в деле убийства российского императора пришла из-за границы. Подручный Шевырева по кухмистерской, Канчер отправился в Вильну. В Вильне польские революционеры поделились с Канчером азотной кислотой и технологией производства бомб. Там же Канчер встретился с Исааком Дембо, революционером, одним из основателей журнала «Самоуправление. Орган социалистов-революционеров», издававшегося в Швейцарии, в Цюрихе. Исаак Дембо вручил новой террористической группе деньги на развитие ее деятельности. «10 февраля 1887 года в предместье Петербурга Парголова Александр Ульянов готовит динамит. С научной аккуратностью он и его сообщники Андреюшкин, Генералов, Канчер изготавливают пули, наполняют их ядом и смазывают смесью стрихнина со спиртом. Даже незначительное ранение от таких пуль должно было привести к смерти Александра III. По плану заговорщиков, перед покушением на императора член группы Говорухин должен был выехать в Швейцарию. Там он собирался издать программу группы Шевырева и заявить мировой общественности о начале террора в России. Неожиданностью для Ульянова, занимавшего по своему влиянию второе место в группе, стал отъезд Шевырева в Ялту для лечения туберкулеза, после которого он возглавил организацию молодых террористов. Последний раз участники покушения собрались вместе 25 февраля 1887 года. Александр Ульянов для поднятия духа заговорщиков зачитал программу организации, провел инструктаж по применению бомб. 2 бомбы представляли из себя металлические цилиндры. 3-я была закамуфлирована под книгу с заглавием «Словарь медицинской терминологии». Покушение было назначено на 1 марта, день заупокойной службы по Александру II, убитому в этот же день 6 лет назад. В назначенный день метальщики бомб и сигнальщики-разведчики ходили по обеим сторонам Невского проспекта в ожидании царского проезда в собор Петропавловской крепости, где должна была проходить заупокойная служба по Александру II. Полиция знала о существовании группы Шевырева. В числе методов полицейского сыска одним из наиболее эффективных была перлюстрация переписки граждан, характеризующихся как неблагонадежные. Из-за неосмотрительности одного из участников группы Шевырева, рассказавшего в личном письме к товарищу о готовящемся теракте, полиция установила наблюдение за молодыми террористами. 3 марта Александр Ульянов был вызван на первый допрос. Жандармский ротмистр Лютов предъявил ему обвинение в покушении на жизнь священной особы Его Величества государя-императора Александра III и прочел показания Канчера, которые полностью изобличали членов преступной группы. Александр был ошеломлен. Он отказался от дачи показаний и попросил перенести допрос. В одиночной камере, куда после допроса водворили Ульянова, он не сомкнул глаз. О чем мог думать 22-летний бывший студент? О своем отце, который 6 лет назад был на панихиде по убитому террористами Александру II и ненавидел терроризм как явление. О матери, о своих братьях и сестрах, о своей жизни, так бездарно загубленной им самим. «4 марта Александр Ульянов дал признательные показания. Он подробно рассказал следователю о своей роли в группе, о приготовлении им динамита, отдельных частей бомб, пуль жеребеек,
изготовленных из листового свинца и начиненных стрихнином, о заполнении бомб динамитом. Ротмистр Лютов получил от Александра исчерпывающие показания против всех членов террористической группы. Демонстрируя следователю свою правдивость, 21 марта Ульянов по памяти написал программу террористической фракции партии «Народная воля». На следующий день министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой ознакомил с ней императора Александра III. Самодержец пожелал самостоятельно прочитать программу, после чего удовлетворил просьбу Марии Александровны Ульяновой разрешить ей свидание с сыном. Драматичной, волнующей была встреча Александра с матерью. Он обнимал ее колени, плакал, просил прощения за причиненное горе. В свое оправдание Александр говорил о долге перед Родиной, о каком-то освобождении, о том, что он пошел на это преступление сознательно. Мария Александровна обрывает оправдание сына. Ты выбрал ужасное средство. Нет на свете горя такого жестокого, как ты принес мне. Отвечает она Александру. Перед оглашением приговора суда особого присутствия правительствующего Сената в своем последнем слове Александр Ульянов сказал: «Террор не есть организованное орудие борьбы интеллигенции. Это есть лишь стихийная форма, происходящая от того, что недовольство в отдельных личностях доходит до крайнего проявления. Террористы-цареубийцы в России — это прежде всего смертники-самоубийцы, люди, заведомо знающие, что их действие — не что иное, как один из способов самоубийства». Знал об этом и 22-летний Ульянов, родной дядя которого в 20 лет совершил самоубийство. Последние слова Александра Ульянова на суде звучали как угроза самодержавию. Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не существует жертвы умереть за свое дело. Возможно, родители Александра по излишней доброте или по небрежности не приучили его к сдержанности во имя закона, обязательной для нравственного человека. Или он сам решил стать выше закона и взялся изменить судьбу многомиллионного государства, опираясь на свое мнимое превосходство над народом. В отношении же своих товарищей Александр поступил так. В судебном слушании он предложил своим товарищам переложить всю вину на него, зная, что суд прежде всего будет опираться на имеющиеся доказательства вины террористов, собранные на основе чистосердечных правдивых показаний его, Александра Ульянова. В этом случае любые попытки переложить вину на него выглядели бы как оговор одного преступника другим. Моральная нечистоплотность, нравственный идиотизм, мания величия — вот основные качества, которые продемонстрировал Александр Ильич Ульянов в ходе судебного разбирательства. «19 апреля 1887 года первоприсутствующий председатель суда сенатор Дейер вынес приговор. Все 15 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Последнее свидание Марии Александровны с пребывающим в полном унынии сыном состоялось в Петропавловской крепости. Напускная бравада, с которой он и Шевырев вели себя на суде, закончилась. В случае помилования он, как один из организаторов заговора, мог рассчитывать только на пожизненное заточение в Шлиссельбургской крепости. Александр говорил матери, что замена казни вечным заточением хуже смерти, что таким узникам разрешается читать только духовную православную литературу. «Этак можно до полного идиотизма дойти», — сказал он.
Ульянов написал императору достаточно сдержанное прошение о помиловании. Несостоявшийся убийца вспомнил о нравственности, о страданиях, которые обрушатся на его мать и семью в случае его казни. Этой особенностью вспоминать о морали и нравственности, о сыновнем долге отличались практически все прошения к российским императорам, написанные революционерами-террористами. Когда вопрос жизни и смерти касался лично их, они обращались к своим несостоявшимся жертвам с просьбой быть нравственными моралистами. Правительствующий сенат, рассмотрев прошение Ульянова, нашел, что оно не заслуживает уважения, и оставил приговор повешения без изменения. При этом 10 из 15 осужденных к смертной казни, подавшим прошение о помиловании, сенат изменил наказание. Они получили различные сроки тюремного заключения. Приговоренных к казни перевели из Петропавловской в Шлиссельбургскую крепость. 8 мая в 3 часа 30 минут утра, за полчаса до казни, смертникам было объявлено о ней. Министр внутренних дел Дмитрий Толстой писал: «Все они сохранили полное спокойствие и отказались от принятия святых таинств. На эшафот вошли бодро и спокойно. Все свершилось быстро и тихо». Так бесславно закончился путь третьего самоубийцы в роду Бланков-Ульяновых, старшего брата Владимира Ильича Ульянова-Ленина, Александра Ильича Ульянова. После казни Александра Ильича Владимир Ильич резко переменился. Он перестал шутить, редко смеялся и как-то сразу стал взрослым человеком. Гимназическое начальство говорило гимназисту 8 класса Владимиру Ульянову: «Вот ведь какой у тебя брат-то! Мы ему медаль дали, а он вон что наделал». Владимир Ульянов на эти замечания упорно молчал.